Всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду готовить очень простую лепешку-пирог с сыром и ветчиной на тесте на кефире, без дрожжей. Готовлю все на сковороде, без духовки, буквально за 30 минут. Получается невероятно вкусно. Тесто пышное, воздушное и много вкусной начинки. Кстати, с начинками можно экспериментировать. Такую лепешку-пирог вы с легкостью можете приготовить и к завтраку. Я думаю, она всем понравится. Я очень люблю это бездрожжевое тесто. Оно получается очень вкусное. Такое пышное, воздушное. Для приготовления теста мне понадобится в теплый кефир добавляю желток. Кефир я специально подогрела до температуры примерно 38-36 градусов. Добавляю сахар и соль. Перемешиваю. Просеиваю в миску часть муки, чуть больше половины. Оставшуюся муку буду добавлять постепенно, исходя из консистенции теста. И также просеиваю разрыхлитель для теста. Перемешиваю. И теперь вливаю теплый кефир с желтком. Замешиваю тесто сначала лопаткой. При приготовлении этого теста на кефире часто совершают такую ошибку. Добавляют разрыхлитель или соду в кефир. Тогда быстро происходит реакция и тесто не будет таким пышным и воздушным. Добавляйте разрыхлитель или соду именно в муку. Хорошо все перемешиваю. Добавляю муку. Дальше тесто буду замешивать руками. И также сейчас в тесто я добавлю растительное масло. Слегка домешу тесто на столе. Как видите, оно сейчас у меня получается еще вот таким липким. Хорошо подпыляю стол мукой. Это та мука, которая у меня осталась. Сверху также подпыляю мукой. И домешиваю тесто. В итоге у меня получилось вот такое очень нежное и мягкое тесто. Если я его сейчас еще немного помешу, оно снова начнет прилипать к рукам. Подкатываю его в шар, беру миску, здесь я немного присыпала мукой, выкладываю тесто. Сверху можно также немного присыпать мукой. Закрываю сверху тесто пленкой и оставлю отдохнуть минут на 10-15. Для моего пирога или для лепешки я буду использовать сыр и ветчину. Здесь у меня сыр моцарелла, натертый на терке, а ветчина порезана очень тонко. Вместо ветчины можно использовать колбасу, в общем, все, что у вас есть в холодильнике. Стол подпыляю мукой, выкладываю тесто. Разделю его на две примерно равные части. Каждую часть подкатываю вот в такую лепешку. И теперь оба кусочка теста раскатываю в лепешки диаметром чуть больше, чем диаметр сковороды. Диаметр моей сковороды по дну 23 сантиметра. Я раскатала лепешку 25 сантиметров диаметр. Пока первую лепешку откладываю и раскатываю вторую. У меня получились два вот таких пласта теста. И теперь буду формовать сам пирог. Выкладываю сыр, примерно сначала половину. Сверху ветчина. Я слегка не дохожу до края, чтобы удобно было защипывать тесто. И выкладываю сверху оставшийся сыр. Накрываю сверху второй лепешкой. И защипываю. Пальцы окунаю в муку. Важно, чтобы края просто хорошо скрепились, чтобы шов не разошелся во время обжаривания. Старайтесь выпустить воздух. Я вот таким образом защипнула тесто. И теперь руками просто можно сделать вот такие еще защипы. Я включила разогреваться сковородку. Наливаю небольшое количество растительного масла и распределяю его по сковороде. Излишки масла убираю салфеткой. Для приготовления лучше всего использовать сковороду с толстым дном и с хорошим покрытием. Выкладываю на сковородку мой пирог. Закрываю сверху крышкой и на среднем огне обжариваю пирог с каждой стороны примерно по 10-12 минут. Чтобы тесто, конечно, хорошо проготовилось
и стало красивого золотистого цвета. Пирог начинает вот таким образом вздуваться. Чтобы не лопнуло тесто, проколю зубочисткой. Переворачиваю пирог на другую сторону. Протираю сковородку. Снова слегка ее смазываю растительным маслом. Тарелку накрываю сковородкой и переворачиваю. И аккуратно снимаю тарелку. Посмотрите, пирог вот так замечательно подрумянился. Закрываю его сверху крышкой и готовлю со второй стороны. Выглядит пирог-лепешка замечательно. Он у меня уже фактически готов. Сверху лепешку я смазываю кусочком сливочного масла. Накрываю тарелкой и снимаю со сковородки. Сверху также смазываю кусочком сливочного масла. Конечно, горячую лепешку-пирог подаем к столу. Посмотрите, какая красота получилась. Тесто пышное, воздушное. Все хорошо пропеклось. Внутри сыр, ветчина. Но как же это вкусно! Рекомендую приготовить и попробовать такую замечательную лепешку, пирог. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук Позитивная кухня. Всем пока!